Птица помогла льву вскрыть нарыв, а на следующий день случилось нечто невероятное. Над бескрайней саванной Серенгети поднимался золотистый рассвет. Легкий ветер приносил запахи сухой травы и пыли, а с восточной стороны доносились крики птиц. Под старой акацией отдыхал львиный прайд. В центре лежал крупный самец, старый вожак, которого когда-то все уважали и боялись. Его рык гремел по всей округе, а взгляд заставлял врагов отступать. Но теперь его лапа сильно распухла и покраснела, там был большой гнойник. Каждый шаг причинял ему страшную боль. Охотиться он больше не мог. Ветер приносил запах антилоп, но лев уже не мог за ними бежать. У него не хватало сил даже на короткий бросок. Молодые львицы с грустью смотрели на него и уходили к другим, более сильным самцам. В прайды воцарилось уныние. Там, где раньше был порядок, теперь царили голод и сомнения. Здоровые львы один за другим покидали вожака. Он оставался все более одиноким посреди безмолвной равнины, где слышны были только его тяжелые шаги да свист ветра. Солнце палило нещадно, земля растрескалась от жары. Его густая когда-то грива сбилась в колтуны, шерсть потускнела. С всклокоченной гривой и тощим телом он брел в отчаянии, надеясь найти хоть какой-то выход. Дни скитаний измотали его до предела, и однажды он рухнул у старого баобаба, тяжело дыша и почти не в силах шевелиться. Вокруг было пусто и тихо, только ветер гонял сухую пыль. Внезапно прилетела стая птиц. Они начали клевать сухие плоды, упавшие с дерева. Шум крыльев и стук клювов разносились в тишине. Одна любопытная птица подлетела ко льву и, заметив красную шишку на его лапы, приняла ее за странный плод. Клюв ткнулся прямо в мягкую ткань. Лев вздрогнул и распахнул глаза от боли, но вдруг боль сменилась облегчением, гной вытек и дышать стало легче. Птицы тут же улетели, а он остался лежать, чувствуя, как прохладный ветерок обдувает его израненное тело. К вечеру он кое-как дополз до маленького водоема неподалеку. Вода была теплой и мутной, но для него она стала настоящим спасением. Сделав несколько жадных глотков, он обессиленно лег на траву. На следующее утро рана снова распухла. Гной снова сочился из нее, жар сковал все тело, льва трясло, и он почти не мог подняться. Глаза его потускнели, силы уходили с каждым часом. Оставалось только лежать и ждать смерти или чуда. И вдруг тишину нарушил шум мотора. По проселочной дороге медленно ехал патрульный джип. Внутри сидели два опытных рейнджера, Майкл Ладуор и Питер Оченг. Они объезжали территорию парка, проверяя, все ли в порядке. Еще издали они узнали льва. Это был тот самый самец, которого они когда-то спасли из браконьерской ловушки. Тогда он ревел от боли и ярости, а они с огромным облегчением перерезали стальную петлю. Теперь же перед ними лежала почти безжизненная тень того грозного зверя. Майкл посмотрел ему в глаза и сразу понял, медлить нельзя ни секунды. Питер зарядил дротик со снотворным и прицелился. Раздался тихий выстрел, и через несколько минут лев погрузился в глубокий сон. Осторожно приблизившись, рейнджеры осмотрели распухшее бедро. Рана выглядела ужасно, кожа вокруг почернела, шел гной. Затем вместе с коллегами они подняли льва на прочных носилках и аккуратно погрузили в специальную машину. Лапы безвольно свисали, и всем казалось, что с каждой секундой лев дышит все тише и тише. Красная грунтовая дорога Серенгети вела их прямо в ветеринарный центр. Машину сильно трясло на кочках, и каждый толчок отзывался тревогой в сердцах мужчин. Лев дышал тяжело, но ровно, это давало хоть какую-то надежду. Все знали, важна каждая минута, любое промедление могло стоить жизни. В клинике команда под руководством доктора Грейс Окот сразу же принялась за работу. Льва перенесли на операционный стол, выбрили шерсть вокруг бедра, чтобы увидеть больное место.
Врачи прочистили гнойник, промыли его специальным лекарством, зашили и оставили тонкую трубочку для оттока жидкости. В вену ввели антибиотики и обезболивающие, подключили капельницу и приборы, которые следили за сердцем и дыханием. Льва поместили в большую клетку со свежей чистой соломой и установили круглосуточное наблюдение по камере. Первую ночь все провели в страшном напряжении. За окном барабанил дождь, заглушая все звуки. Несколько раз казалось, что лев перестал дышать, и врачи бросались к клетке, чтобы проверить его состояние. Но он держался. Утром он, наконец, открыл глаза, с трудом поднял голову и огляделся. Когда ему поднесли миску с водой, он пил медленно, но уверенно, это был хороший знак. Жар спал, дыхание стало глубже и спокойнее. Через 3 дня он смог встать и сделать несколько неуверенных шагов по клетке. Рана подсохла, гной больше не выходил, неприятный запах исчез. Глаза льва стали яснее, в них снова появилась сила. Через неделю его перевели в просторный вольер, где росли деревья и густая трава. Там ему выпускали мелкую добычу, мелких антилоп и зайцев, чтобы он снова учился охотиться. Мышцы льва постепенно крепли, походка становилась уверенной и гибкой. Иногда он поднимался на небольшой пригорок и подолгу смотрел вдаль, будто вспоминал запахи и звуки своей прежней свободной жизни. Майкл и Питер часто навещали его. Они смотрели на него с гордостью и радостью, ведь они видели, как он буквально воскресает у них на глазах. И вот настал день. Утром клетку открыли. Ветер ворвался внутрь, неся знакомый с детства запах свободы. Лев вышел наружу. Вдалеке, в тени старых акаций, отдыхал его бывший прайд. Лев остановился, пристально вглядываясь. Самки и молодые львы подняли головы, принюхались и одна за другой направились к нему. Несколько львиц потерлись мордами о его шею, приветствуя его возвращение. Это было молчаливое, но очень трогательное воссоединение, никто не рычал, не боролся за власть, все просто радовались. Он вернулся домой. Стал сильнее, чем прежде. Пройдя через страдания, боль, он снова занял свое место в великой саванне. А неподалеку, из джипа, за ним наблюдали Майкл и Питер. Их сердце наполняла тихая радость, они знали, что сегодня стали свидетелями настоящего чуда, второго рождения короля этих земель. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.